Привет всем! Сегодня прогулка по Рождественской Вене. Итак, мы направляемся к ратуше. Возле ратуши есть каток и есть Рождественский базар. Наверное, лучший в Вене. Итак, идем. По дороге у нас будет памятник. Вот это Карл Реннер. Ее именем назван участок улицы Ринг. Карл Реннер Ринг – это очень примечательная личность в австрийской истории. Это первый канцлер Австрийской республики, которая возникла после распада Австро-Венгерской империи. И он же стал первым президентом Австрийской республики после окончания Второй мировой войны. И что интересно при этом, он не австриец, он чех по национальности. Он был 18-м ребенком в семье чешского крестьянина. И он был социал-демократ. И он развивал теорию австромарксизма. Про эту теорию я расскажу немного попозже. А вот мы стоим напротив ратуши. Вот это здание, там заседает Ландтаг земли Вена. Там бургомистр Вены и там находится муниципалитет. То есть Вена – это одна из земель, такой город-земля. Ввиду того, что в Вене проживает примерно четвертая часть населения всей Австрии. Как видите, погода какая-то не очень. Было очень тепло, было плюс 10 и при этом дождь. Это 22 декабря. И мы думаем, чем же нам заняться. Идти ли нам на базар или отложить съемку на следующий день. Потому что 23-го обещали солнечно, ясно, без дождя. Мы сейчас попробуем все-таки перейдем, посмотрим немного, что там на этом базаре. И дальше решим. Может быть, дождь успокоится. А это у нас такой рождественский трамвай. Видите, там вагоновожатый в костюме не то Деда Мороза, не то гномика. Вообще Вена украшена. Вена – это католическая страна. Рождество празднуется 24, 25, 26. Как во всех католических протестантских странах и в части стран, где исповедуют православие. Например, Болгарии, Греции. Итак, елочные украшения. Здесь вот такое ремесло по елочным украшениям, оно, конечно, очень развито, это традиционно, это испокон веку было. Менялись технологии, менялись. Суть оставалась одна, это рождественские такие, это мотивы религиозные. Вот это мне понравилось. Тут такой набор хозяйственного инструмента, и это все сделано из шоколада. Почему творцу вот этого всего чуда пришло в голову делать именно такой сантехническо-слесарный ассортимент шоколадный, я не знаю. Может быть, он раньше был сантехником или слесарем на заводе, а потом, уйдя на пенсию, занялся шоколадным делом. Дизайн пришел, идея дизайна пришла сама собой. Вот пассатижи великолепные. Кстати, мы там купили разводной ключ, который обязательно попробуем. А пока мы вернулись домой, и это уже 23 декабря. 23 вот мы едем повторить вот эту нашу запланированную прогулку. То есть сначала базар у ратуши, и потом поход в центр на Штефанплац. И для начала мы заходим в Volksgarten. Это народный сад, народный парк. Очень такое примечательное место. Оно примечательно своим розарием. То есть там огромное количество роз. Соответственно, сейчас все эти розовые кусты укутаны в мешковину. Вот эти мешки там вдалеке, потом я их вблизи покажу, это розы, розовые кусты. А где-то с мая по сентябрь, конечно, этот парк просто восхитителен. Там бесчисленное количество вот этих сортов роз. Все это там цветет, все это благоухает. И, конечно, очень красиво. И это находится прямо в центре Вены. И это такое любимое место
прогулок. Там в том числе есть огромное количество вот этих розовых кустов, подаренных всякими известными личностями. Ну, интересно просто погулять и почитать таблички, которые на кустах. Ну, вот там такие приятные аллеи. Итак, мы опять у ратуши. Ну, смотрим в этот раз небо такое синее, солнечно и тепло. Опять плюс 10. В этот раз погода просто великолепная, почти нет ветра, что для Вены редкость. Вена – это очень такой ветреный город. И в Вене по температуре это почти всегда самое теплое место в Австрии, Вена, потому что это равнина, и там заходят ветра через Венгрию и с юга. Но при том, что температура, например, в Каринтии и в Вене бывает одинаковая, там, например, там плюс 5, но в Вене всегда сильный ветер, а в Каринтии ветра нет. За счет этого комфорт, конечно, в Каринтии гораздо приятнее. Итак, мы перешли через дорогу и мы уже на базаре. Как видите, народу довольно много. И сейчас вы смотрите на то, что предлагается там. Где-то будут цены, где-то просто примечательно посмотреть. А я буду о чем-то вам рассказывать. Итак, что же за австромарксизм? Австромарксизм, в отличие от марксизма-ленинизма, он не отрицал частную собственность на средства производства и боролся за то, чтобы не было бедных. То есть австромарксизм не боролся против богатых, он не требовал, чтобы не было богатых, а он требовал, чтобы не было бедных. И это, в общем-то, конечно, не марксизмом, но таким европейским социализмом было реализовано в том числе в Австрии. То есть в Европе есть целый ряд стран, где построен де-факто социализм. Ну, есть там скандинавские модели, там шведский социализм, датский, австрийский. Что же он из себя представляет? Он из себя представляет социальное партнерство. То есть в Австрии это официально, законодательно принята система социального партнерства, когда государство, работодатели, то есть бизнес, и профсоюзы, как представители трудящихся, вместе вырабатывают определенные соглашения. То есть вместе решаются такие важные вопросы по социально-экономической жизни страны. Таким образом, что бизнесу все-таки выгодно работать, то есть бизнес не урезается ниже какого-то планки в своих доходах, то есть вот налоговое бремя, оно как бы регулируется. И в то же время рабочим, трудящимся обеспечивается некоторый достойный уровень жизни. Благодаря этому вот в странах вот европейского социализма бедности и нищеты почти нету, практически нету. То есть богатые, не так много очень богатых, и есть очень широкий такой объемный средний класс и низшие слои общества, которые получают наименьшие доходы, тем не менее живут вполне достойно и вполне прилично. То есть вот это реализовано. Я рассказывал в частности про пенсионную систему в Австрии, как живут австрийские пенсионеры. Итак, это мы видим каток. Тут организованы ячейки, где можно камера хранения, прокат коньков. Каток организован интересно. Вот это для совсем маленьких. Там есть вон с пингвинами катание. Каток есть площадка, такая прямоугольная. И есть множество дорожек. Вот по этим дорожкам там есть дорожки, по которым там гоняют молодежь, которая совсем там хорошо катается. Есть такие, где можно, держась за бортик, в общем-то, прокатиться. Но с этого балкона, видимо, когда-то, в прежние времена, выступали трибуны и глашатые. Вот. Рынок вот этот, базар, очень объемный. То есть очень большое количество самого-самого разного такого рождественского товара. Народ приходит сюда, кто-то что-то купить, кто-то просто поглазеть. А в основном взять глювайна или пунша, шампанского.
съесть какую-нибудь булочку. Все это на свежем воздухе, все это под такое веселое, хорошее настроение. Это традиционно, в общем-то, рождественские базары, они проводятся по всей Австрии, вообще по всей Европе христианской. Итак, пошли дальше. Вена – это одна из австрийских земель, то есть это город, который является в то же время и провинцией. Соответственно, Вена традиционно левый город. То есть в Вене традиционно у власти находится социалистическая партия Австрии, которая сейчас в оппозиции. Ну вот, видите, это такие мотивы. Святое семейство и так далее. Ну, это традиционное. Из дерева очень тонкая работа. Вот это мне очень понравилось. Обратите внимание, вот эти вертящиеся игрушки металлические, они, уже привычно везде есть, но здесь они сделали их с каким-то интересным покрытием. То есть у них внутри вот этого ларька очень темно. То есть свет, солнце туда не попадает. Тем не менее, смотрите, как они отсвечивают, как переливаются вот эти круги. То есть там, видимо, какое-то специальное покрытие. Смотрится очень хорошо. Я первый раз такую игрушку увидел. Мы так купили пару штук. Это было в Сингапуре лет 10 назад. А при этом интересно, что это в моле ими торговал русский человек. Вот, русский купец привез в Сингапур, видимо, чемоданами вот эти металлические штуки и продавал. Вот это сладости. Смотрите, вот эти трубочки, наполненные кремом, они здесь какого-то неимоверного диаметра. То есть, как это можно есть, если это лошадь или слон, они, наверное, справятся. Как человек может эту трубочку или по краям кусать, не знаю. То есть, размеры. И это еще маленький, который в центре, там слева диаметром в человеческую ногу. Что-то невероятное. Вот это очень тонкие такие. Там есть свечки, над свечками такие карусельки. И елочные украшения. Здесь очень тонкая работа, мне понравились. Там цветы у них стеклянные. Вообще такая тонкая работа. На этот базар в том числе приезжают купцы не только из Австрии, а из соседних стран. Есть из Венгрии, есть из Чехии, Словакии. Вот видите, эти свечки, то есть там свеча снизу горит, воздух поднимается и крутит, там есть лопасти, крутит такую карусельку, тоже с библейскими мотивами какими-то там все эти. Очень симпатично смотрится. Вот здесь можно сфотографироваться. Вот это у нас здание ратуши. Очень в хорошем состоянии здание. Там можно зайти посмотреть, погулять. Такое величественное. Австрия когда-то была империей, такой не последней империей. Это мясо для любителей. Вообще Центральная Европа, Германия, Австрия, Чехия, Венгрия, она славится своими вот этими мясными всеми делами. Конечно, копчености всевозможные, колбасы. Да. Просто любуешься. Это у нас игрушки. Австрия на сегодня, она одна из самых развитых, богатых стран мира. При том, что какие-либо ресурсы, природные ископаемые, отсутствуют вообще. То есть все это сделано трудом людей. Это сладости. Это пряники. Вот, пряничный такой. А мы совершили грубейшую ошибку. Там были пряники, и мы их не купили. И остались мы на Рождество без пряников.
Вот видите, там елочки в виде пряников. Из пряников сделаны елочки, потом домик какой-то пряничный. Ну, все это пряничное дело вообще вот в Австрии, в Германии, оно традиционно столетиями очень, очень развито. Это у нас свечки, такие симпатичные. А это у нас радость для детей. Ну, всевозможные леденцы. У нас во времена моего детства их продавали цыганки, или мы сами их делали на сковороде из сахара. Вот это у нас каштаны и картошка. Это традиционные такие бочки, они по городу расставлены в том числе. Вот. И сейчас мы увидим, ну вот видите, он пакет бумажный, как раньше семечки в наше время было. Здесь вот эти каштаны, положил печеных каштанов, все, получил свою копейку. А сейчас увидим, сколько это стоит. Вот смотрите, там за 9 штук это стоит 3 евро, там за 5 штук это стоит 2 евро, картошка тоже 2 евро. Вот это традиционные такие бочки, они расставлены по всей Вене, в общем-то есть такая торговля. Это берен пунш. Берен это ягода, бере. Интересно, в Болгарии все боровинка. То есть какая бы ягода ни была, она боровинка, и к ней уже добавляется какое-то определение, что именно это за боровинка. А в Австрии это все бере. Там прайзельбере, хальдербере и так далее, так далее, так далее. То есть бере это ягода, и к ней идет приставка, которая говорит, что именно это за ягода. А вот это у нас мочалки. Вот издалека было интересно, подошли, оказалось, мочалки, там жидкое мыло. Вот такой магазинчик. Это у нас куклы, прочее такое новогоднее, рождественское. Новый год, кстати, в Вене очень весело справляют. Справляют его на улице. Очень многие люди приходят на Грабен. Это центр, самый центр центра Вены. А вот это у нас крапфены. Вот смотрите, это вот сладость, которая сладость-сладость. Крапфен это такой пончик из сладкого дрожжевого теста. Вот. Его делают с начинкой, его сверху чем-то мажут, внутри там крем, вот это мне нравится, которое внутри крем, а сверху еще и повидло. Вот. И опять же, тут они размером больше, чем обычно. Ну, один такой крапфен съешь и уже, считай, пообедал. Я думаю, что с пуншем идет очень даже неплохо. Вот. То есть их огромный ассортимент, там всякие разные начинки, всякие разные, там, так сказать, добавки. Но суть одна. Вот этот пончик, австрийский пончик. Такие крапфены распространены в Баварии, в Австрии. Вообще Австрия и Бавария, они очень близки, потому что Австрия когда-то в свое время была заселена именно баварскими племенами. То есть диалект баварский и австрийский, они близки. Вот это картошка. В картошке там набухано майонезу, какая-то колбаса ветчина. Ну, тоже вот такое популярное блюдо. Вот. Ну, мы продолжаем гулять по рынку. То есть между Австрией и Баварией идет традиционная такая связь. То есть язык близок, диалект языка близок. И, в общем-то, вот эти связи, они исторически очень тесные. Ну, вот это шарики там тоже. Мы елку наряжаем по традиции. Мы каждый год покупаем настоящую елку. И у нас есть там такой старый-старый набор игрушек, который с нами переезжает из страны в страну, с нами ездит. Ну, такие милые сердцу безделушки. Это у нас медведи были почему-то с пухом на спине. Те, кто пришел с детьми, имеют возможность их там покатать. Есть какие-то карусели, есть там поезд, есть такое колесо обозрения маленькое. Ну, то есть все сделано для того, чтобы, придя с ребенком, можно было чем-то его на некоторое время отвлечь. Ну, вот видите, вот такой веселый поезд. Вот таких базаров рождественских в Вене огромное количество. И сейчас мы отправимся с этого базара в центр Вены, на Штефанплац. И по дороге зайдем, еще побываем в паре других вот таких мест, где народ тусуется.
А вообще Вена сейчас полупустая. То есть большие выходные, и вся Вена разъехалась, ну, уже вовсю идет лыжный сезон. Те, кто катается на лыжах, они проводят вот эти праздничные дни, естественно, на горнолыжных курортах. У очень многих венцев есть там родственники, родители где-то в сельской местности. Очень многие австрийцы имеют дачи, скажем так, вот, например, в Каринтии, где мы живем, там очень много домов принадлежат жителям Вены. И, естественно, они на праздничные дни уезжают туда. Ну, вот смотрите, то есть город, ну, такой полупустой. Вот мы пешком пошли. Вот смотрите, вот это интересно, табак трафик. Это такие маленькие магазины, буквально там одна комната, очень небольшие, где продается, судя по названию, табак, где продаются билеты на городской транспорт. Там же немножко напитков, газеты, журналы и лотерейки всякие. То есть это распространенная система. Вот билеты на городской транспорт можно купить или в метро, спустившись, или вот в этих киосках табак трафик. Они, вот эта система торговли вот такая, она традиционная еще со времен Австро-Венгерской империи, и начало в 18 веке, наверное, где-то так. И такой трафик, такой магазинчик. Вот смотрите, деревянная табличка, написано: «Здесь живу я и мой персонал». Вот котик, он говорит, мой персонал вот живет со мной. И это правда. Вот эти табак-трафик, они давались солдатам, отставным, таким заслуженным, каким-то ефрейторам, сержантам. И они помогали жандармерии, полиции наблюдать за происходящим в городе. То есть они в число обязанностей владельца такой трафики была в том числе и слежка, наблюдение за порядком. Вот такая была система. Ну, сейчас, конечно, все это уже в прошлом. Город. Очень много вот таких фиакров. Это такое хорошее развлечение. Мы пару раз катались в свое время, когда еще только приехали в Вену. Маршрут по центру города. Ты едешь, приятно, интересно, романтично. Видите, там достаточно много вот этих товарищей. Это специальная лицензия, все это четко организовано. Лошадки в очень хорошем состоянии, они такие ухоженные, красивые, расчесанные. Как-то все это по-человечески сделано. И мы продолжаем, идем по городу. В принципе, город Вена организован как концентрически. То есть есть ринг, это внутреннее кольцо. Внутри вот этого ринга, это улица, такая круговая улица. Ринг — это кольцо в переводе. А внутри него находится старый город, Альтштадт. И там, там живут довольно мало людей, там такой туристический бизнес, там жить не очень комфортно, наверное. А второй круг — это гюртель, в переводе ремень. Вот. И вот так секторами расходятся улицы. Так устроен, в общем-то, большой центр Вены. Вот мы на очередном рождественском базаре проходим. Вот это будка, где пьют шампанское. Вот дамы сидят и поднимают себе настроение. Там в этом киоске есть только шампанское. Оно, так сказать, довольно большой ассортимент, много видов разных. И вот подходишь, берешь бокальчик, другой, и тебе становится хорошо. И продолжаешь. Вот этот базарчик, он такой старая Вена. И там мне понравилось, там вот картинки симпатичные, это дощечки, а вот это шашлыки из чипсов картофельных. Вот. То есть все эти картофельные чипсы, они накалываются на палочку. И в чем тут прикол, не знаю, но, наверное, какой-то смысл в этом есть. А вот это пунш, глювайн. То есть, что такое пунш и глювайн? Это все, это вино красное, и там всякие специи добавляются, что придает ему некоторый такой хороший вкус. Теплые напитки с небольшим градусом. Тут же колбаска, тут же вот эти брецели, гигантские бублики. И народ потом за столами общается компаниями.
и пьет. Вот Paradise. Есть Paradise, рай, а это пивной рай. Кстати, заведение было полное. Мы туда попытались зайти, но там было полно. Вот это старый дом. Это 16 век, наверное. А вообще здание вот в этом центре Вены, вот сейчас мы посмотрим. Вот, великолепное состояние здания, все очень хорошо там. Это 1899 год. То есть Вена вообще в очень хорошем состоянии город. Он весь санирован. То есть была придумана правительством города очень интересная система санирования. И все это сделано. Это у нас Юденплац, еврейская площадь. В Вене в свое время, до войны, жило очень много евреев. Вот это памятник, вот это здание, вот этот маленький кубик вот этот. И там надпись на земле перед ним, на вот этих камнях, что это в память о 65 тысячах евреев, которые пострадали во времена национал-социализма. В Вене происходит программа увековечивания памяти вот этих жертв. И у домов, где жили евреи, откуда они забирались, арестовывались, там снизу есть металлические такие, в земле, в асфальте, металлические таблички с именами. Вообще очень трагичная, конечно, история. То есть в Австрии бывали разные периоды. В том числе вот этот период, о котором в Австрии не забывают, и который все делается для того, чтобы это повториться не могло. А вот это у нас собор святого Штефана, Штефансдом. Этот собор – это главное католическое здание, главный католический храм Австрии. Начато строительство было в XII веке. То есть он там перестраивался, достраивался. Вообще очень величественное, очень красивое здание. Была реконструкция несколько лет, но сейчас как раз все леса сняты, все уже доступно. И интересно, что на одной из стен вот этого храма есть табличка с именем капитана Вермахта. Памятная табличка в честь капитана Вермахта. Вот капитан Герхард Клинкихт, он знаменит тем и заслужил табличку на главном храме Австрии, что он не выполнил приказ Гитлера этот храм взорвать. То есть, отступая из Вены, было приказано взорвать Штефансдом. Но приказ не был выполнен вот этим капитаном. Вот это люстры на Грабене. Вот эта улица – это Грабен. Это такая площадь, большая удлиненная площадь. И там традиционные люстры. По ночам это очень красиво, по вечерам зажигается такое освещение. И вот здесь, на этом Грабене, происходит празднование Нового года. Это что-то невероятное. Мы там бывали на Новый год именно. То есть толпа народу, шампанское. И все это, очень красиво, конечно. Вот один раз мы справили на улице, на Грабене. И это незабываемо. Итак, вот эта центральная часть, видите, здесь людей довольно много. Но в основном это туристы. Это любая туристическая группа, любой турист, приезжающий в Вену, он обязательно посещает вот Штефансплац, Грабен и Кертнерштрассе. Вот эта Кертнерштрассе, которую мы увидим, это торговая улица, это такая дорогая торговая улица, где можно что-то купить, если кому-то что-то нужно. А вообще там все очень приятно для прогулок, для такого. Единственное, туристов многовато. Но сейчас туристов мало. Вот видите, есть свободные такие участки, можно как-то достаточно быстро ходить. Когда венцы не уезжают в какие-то другие такие летние, например, дни, там бывает просто толпа. Вот это у нас Кертнерштрассе. Она тоже очень красиво украшена вот этим освещением. Я соберусь, все-таки съезжу вечером или ночью. Вечером попозже съезжу, сниму, как это все освещено. Это очень красиво там погулять,
конечно, с удовольствием. На этом все. С наступающим вас Новым годом. Веселых вам праздников, счастья и здоровья.